Привет, друзья и гости канала Алга Петербург. Я Саша Карельский, и у меня для вас готов обещанный сюрприз. В Италии состоялась долгожданная премьера фантастического блокбастера Creator the Past. Для нас это событие примечательно прежде всего тем, что в этом фильме звучит саундтрек, исполненный кумиром миллионов. Кто не в курсе, это Димаш Кудайберген из Казахстана. После премьеры фильма нам захотелось узнать подробности и пообщаться с режиссером картины Пьером Джузеппе Заей. И тут мы вспомнили про нашу замечательную подругу из Италии, которую зовут Эстер. У нее уже был блестящий дебют в качестве журналиста и состоявшаяся беседа с именитым режиссером. Поэтому мы, недолго думая, составили вопросы и любезно попросили Эстер задать их режиссеру и композитору мировой премьеры Creator the Past. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. L'intervista che facciamo oggi è per il canale YouTube Alga Peterburg, che è un canale dedicato a Dimash, e mi hanno chiesto di intervistarti e mi hanno dato alcune domande da farti. La prima domanda mi chiede, il film è uscito in Italia, ma ci sarà possibilità che esca anche negli altri paesi tipo Russia, Kazakh? Конечно. Он будет выпущен в мир, как только закончится чрезвычайная ситуация с коронавирусом. И я очень рад, что фильм также продвигают в Казахстане. Мы надеемся, что поклонники Димаша также помогут нам добиться его востребованности в казахстанских кинотеатрах. А я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы Димаш был известен всему миру. Потому что он того стоит. Что касается фильма, наша Эстер посмотрела этот фильм. И я бы хотел, чтобы вы о нем рассказали что-нибудь, некоторые эмоции ваши. Поэтому я передаю вопрос вам. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о том моменте, который вы видели в этом великолепном кинозале в день презентации. Итак, я родился композитором, а также я родился музыкантом, пианистом, композитором, дирижером и так далее. Но моя страсть к кино родилась чуть позже, от создания музыкальных клипов до фильма Creator the Past, который, кстати, отлично получился. Со временем все перемешалось, и я обнаружил, что уже делаю все это вместе. И я надеюсь, что у меня все получилось. Ну что я могу сказать? Димаш – это номер один. На мой взгляд, у Димаша самый красивый голос. В особенности это его безумный диапазон, который кто-либо когда видел в мире музыки и искусства. У Димаша очень много качеств, которые он мог бы развивать и приспособиться ко многим ситуациям. Потому что я считаю его очень умным человеком. И, что важно, с очень развитыми физическими особенностями. А еще он и красивый парень. Поэтому в мире искусства и индустрии развлечений он может многое. Я думаю, что у него будет очень важная роль, если он согласится участвовать как артист в следующем фильме, в котором, кстати, наверняка будут задействованы несколько голливудских звезд, да и много голливудских звезд будет на кастинге. Димаш потрясающе чувствует сцену, и внешне он привлекателен, потому что он красивый парень. Поэтому он наверняка сможет показать свои актерские способности в следующих сериях Creators. Ну, я даже не знаю, подходит ли он на роль именно Джеймса Бонда. Хотя у него множество навыков, поэтому, наверное, да. Но вот что я могу сделать прямо сейчас, как продюсер, как режиссер, так это связаться с ним по поводу предстоящего выступления в следующих Creators. В моей жизни у меня был отличный законченный фильм, а потом пришел Димаш и изменил его только к лучшему. Потому что Димаш
оказал еще большую поддержку этому фильму своим голосом и своей музыкой в этой постановке, которая, несомненно, будет иметь международный успех. Allora, noi con l'intervista ci fermiamo qui e ti ringrazio tantissimo per essere stato disponibile come sempre e un abbraccio forte, un bacione grande grande. Обнимаю вас и целую всех поклонников Димаша. Я вас люблю. Браво, браво великому Димашу. Так держать. Мы благодарим Эстер за содействие в нашей задумке. Благодарим Пьера Джузеппе Зая за четкие ответы и надежду увидеть Димаша в продолжении эпопеи Creator the Past. Надеемся в главной роли. А также ждем вторую серию. Это будет увлекательный рассказ Эстер о походе в кино на самый ожидаемый фильм этой осени Creator the Past. По секрету скажу, вторая серия у нас уже почти готова. Не пропустите. Только на канале Алга Петербург. Чао! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.